Ребят, всем привет, с вами Алексей Костылев, и я рад вернуться. Ребят, всем привет, с вами Алексей Костылев, и с этого видео мы начинаем серию влогов с PGL Major. Я вернулся в турнирный ритм, мы находимся с вами в студии Vplay. Сегодня мы посмотрим, как у ребят здесь все организовано, а также узнаем, верят ли они в победу нашей команды. С бонусов накопила. У меня в руках Нави карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы КС игроков и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. А еще здесь есть специальный слот не только под ваше имя, но и никнейм. Создай свою Нави карту от Тинькофф. Сразу несколько вопросов. Давай. Что ты вообще скажешь? У тебя есть какие-то понимания, кто же все-таки будет, предикшены, назовем это так, кто будет в финале, кто сыграет в финале и кто победит? Скажи, какие есть. Вот, действительно, у тебя есть понимание? Как ты считаешь? Мне кажется, что в любом случае где-то рядом с финалом, да, то есть, потому что там сетка не Double Elimination Single, да, то есть можно попасть на сильную команду где-то в четвертьфинале, в полуфинале, можно попасть, да, и что-то может вот на одной карте пойти не так на паре раундов, ты уже там не добираешься дальше. Но мне кажется, что в топ-4 однозначно должны быть Нави, да, Гамбит, мне так кажется, да, что где-то вот рядом будут две эти команды. Я бы хотел в топ-4 только все команды из СНГ, потому что Entropy туда уже не помещается, но было бы неплохо. Но это Гамбит, это Нави, это Героик, в моем понимании, да, скорее всего, это Героик. А как насчет NIP? С приходом девайса они показывают неплохие результаты? Швеция, да. Там домашний стадион, и в целом у них там все очень неплохо получается, да, то, наверное, там же где-то и NIP. Степан, у нас сошлись с вами мысли. Я очень вам благодарен. Где моя порция суши? Я надеюсь, что обязательно будет. Ребят, ну что, мы двигаемся дальше. Мы сейчас находимся в гримерке. Гримерка находится на последнем этаже студии. Здесь можно отдохнуть, здесь можно переодеться, потому что очень много разных образов из разных турниров мигрирует. Сколько идет у вас съемочный день вообще? Ой, сегодня очень. Время в эфире? Сегодня день потрясающе долгий. Первый день мажора, должны сыграть все, что связано с первыми двумя турами претендентов по швейцарской системе. А мейджор, он никогда не начинается прям, знаешь, вот, по щелчку пальцев. Бывают, так сказать, неполадки, поэтому я думаю, что мы сегодня надолго, да, часов на 14, так уж точно. Какая разница, сколько будет продолжаться, там столько событий крутых. Прямо в первый же день произойдет. Да, сегодня откроют и Spirit, и Virtus.pro, и Entropic. Есть зачем посмотреть. Да я вообще не знаю, кто на этом турнире играет. Ну скажи, ну что ты думаешь? Кто андердоги? Как себя покажут Нави? Самый главный вопрос нашего влога. Но что вообще будет происходить? Я стал свидетелем вашего разговора со Степаном, и вы одну вещь забываете. То, что это LAN-турнир. Правильно? Правильно. Это долгое время. Но пока что твой ответ, он никак не... Ну, то есть я не понимаю, как это связано с нами. Вы сказали, что там будут НИПы в четверке, что будет Героики, но вы забыли, что это онлайн-герои. Они появились в целом в онлайне. А на лайне они еще ни разу не выступали хорошо, скажем так. Поэтому... Но за Нави я бы не беспокоился, потому что это все-таки лан-команда. И хотя и Бит мало ланов отыграл, все-таки у него 4 человека, которые кучу ланов отыграли. Я уверен, что он точно так же уверенно будет играть, поэтому... Я вообще надеялся, что будет финал опять СНГ, как мы уже привыкли в онлайне. Гамбит Нави, да. А там уже как карта ляжет. Скажи, вот твой первый лан, такой самый яркий, на котором ты почувствовал, что тебе реально не хватает опыта, как сейчас ты говоришь о тех командах, которые мы только что обсуждали? Ну, наверное, в АЦГ. Тяжело было? Как-то где? Что там сжимается? Вот когда выходят там артисты на сцену, у них там живот болит, здесь что-то жмет, они там напряжены. А у тебя как? Там все Нету такого, что ты думаешь, все, я не попадаю? Мандраж? Нет, ну, до такой степени, конечно, не было, но действительно было, почему? Почему так происходит? Почему мы не чекаем, И ты начинаешь нагнетать, и все это еще больше нервов, и
допускаешь просто больше ошибок. Вот и все. Спасибо за вью, хорошего тебе эфира. Спасибо. Что снимаешь, а? Я как кредит у него беру, да? Петрик, ты один из самых главных аналитиков, все очень любят твои предикшены. Расскажи, что ты думаешь об этом турнире? Мы только что пообщались с твоими коллегами, с твоими коллегами-аналитиками. Они сказали, что Нави в хорошей форме, что Нави обязаны попасть в топ-4 команды. Степан хотел бы 4 СНГшные команды, но он маловероятно, что это произойдет. Да. Нипы с девайсом быстро набирают обороты, но, как сказал Дося, у них сейчас с ланом, на котором будут зрители, будут проблемки, потому что еще нету такого большого опыта. Все они сформировались в онлайне. И по поводу Астралис тоже сомневается, что они пройдут очень-очень далеко. Что ты скажешь? Ну смотри, на бумаге Нави, как бы там и по раскладам букмекеров, они главный фаворит мажора. Да? Но это бумага. На мажоре все очень часто идет вообще не по плану. Как мы знаем. Как бы, поэтому это такой турнир, от которого, ну как бы да, Нави подходит к нему вроде бы как главным фаворитом, но опять-таки, если они не выиграют, нужно понимать, что как бы это нормально. И как бы это турнир, на котором все может случиться, и все команды набирают пик формы к нему. Например, те же Нипы, я много раз заявлял, что для меня именно они фаворит главный на этом мажоре, потому что, во-первых, они единственная шведская команда. С приходом девайса? У них девайс в команде. Человек, который выиграл столько мажоров, сколько каждый бы хотел выиграть. А вот ты думаешь, он сможет передать вообще свой опыт так быстро на лане уже новой команде и быстренько сыграть без тремора, скажем Они так? уже были на лане на европейском Рунере, это же был лан, они на нем заняли первое место, и они на нем вообще практически никого не почувствовали. И это вот как раз-таки добавляет оптимизма касательно Нипов, девайса и компании. Они вот точно на взлете, и они, мне кажется, главный соперник для Нави на всем турнире. Хорошо, кто будет в финале? Твои предикшены? Нави Нип. Нави Нип, да? Если честно, вот я почему-то с тобой солидарен. Ты не допускаешь, что может быть СНГшный финал? Нави и Гамбит? Или все-таки Гамбит... В теории возможно, но Гамбит на лане мы видим, что против самых сильных команд, против суперопытных типов, но они выйдут против Астралис, например. Люди 4 раза мажор выиграли. И против них выходит Гамбит, которые первый раз вообще на лане играют. То есть, естественно, там из-за опыта, из-за волнения на стороне Астралис будет преимущество. То же самое Vitality, то же самое Нави, то же самое те же Нипы с девайсом. То есть, поэтому Гамбит, если дойдут до финала, это для меня будет чуть-чуть неожиданность. Но я буду за них очень рад. И по уровню игры они достойны финала. Если вы с нами не согласны, оставляйте свои комментарии. Очень интересно посмотреть ваши предикшены. Какие 2 команды вы ждете в финале? Ребята, наконец-то Ухо и Инканис к нам присоединились. Расскажи, пожалуйста, что ты думаешь? Все говорят, Нави просто очень крутые. Ты как считаешь? Чувак, я боюсь наврочить, ты знаешь? Я Ну, тебя типа, понимаю, понял? Но Нави сейчас это, ну, как бы топ-1, это Нави забирает мажор. Ну, нету конкурентов, ребята. Нету конкурентов, нету. Слушай, но мы говорили с Петриком, он сказал, что все-таки он считает конкурентами Нипов, потому что с приходом девайса да, они да. показывают неплохие результаты. И ему кажется, что в финале все-таки он увидит Нип Нип, и Нави? Нави. Не, да. не, А кто будет Нипы в финале? могут не доехать до финала. Я кто очень доедет? надеюсь, что Гамбит Нави. Ну, это моя ставка, Гамбит Нави. Хорошо, но у Хоббита только опыт вообще. Не, слушай, Ладно. подожди, смотри. Сможет ли он последние команду полгода, завести? да, последние полгода, год, Гамбиты очень серьезно наваливали в интернете. Ну, Выиграли сегодня, все. сегодня. Не сегодня. У нас сейчас на этом турнире будут зрители. Не будет ли на них давления? Потому что Ну, там да, с опытом конечно, только будет, Хоббит. будет. Инканис, На как всех ты будет считаешь давление. вообще? На всех Как? будет давление. Саша, скажи. А? Шарк Стайлу? Понятно. Он точно не понимает в Counter-Strike, да? Ты комментатор, да? Смотри, победят PGL и зрители, в первую очередь, потому что еще такого шанса у нашей команды не было выиграть на мажоре. Да, кстати, да, я думаю, что медичка будет сейчас... Смотри, у нас 5 команд, во-первых, у нас реально хороший вообще пул команд, у нас есть Virtus Pro, у нас есть, ладно, Spirit и есть вопросы, как бы есть Entropic вопросы, ну, в Хуча я верю. Что, ну, Нави Гамбит финал. Ну, Твои и Хоббит. предикшены. Классная кепка, где моя кепка? Спасибо. Где-то, не знаю, где-то. Если Нави победят вообще. Хочется в это верить. Плюс стоит не забывать о том, что Хоббит у нас единственный победитель мажора на турнире. Ну, как ты считаешь, вот реально, кто будет в финале? Нави Гамбит или Нави Нипы? Дядя, Потому ты что что, я не больше- слышишь меня? Я с тобой разговариваю, Я- ты меня не Ты слышишь. просто не Я говорю, слышишь? Нави Ты не Гамбит. слышишь, что я спрашиваю Ты у представляешь, Инканиса? Понял? Ты представляешь, я комментирую. прикинь, да? Кого мы увидим в финале, как ты считаешь? Нави Нип, Можно Нави... вторую команду поставить. Я думаю, что это могут быть даже Нави Герой.
Да, может быть героик. Виталити. Может быть Виталити, героик и Нипы. Мне кажется, Нипы из этой тройки это самая такая слабая команда. Ну, если брать героик и Виталити. Юрич, во-первых, ты просто выглядишь шикарно. Что за стиль сегодня? Расскажи. У вас в каком-то определенном сейчас амплуа будет все проходить? Наши девочки-костюмеры решают. Очень, Кто как ухо выглядит. очень крутая. Рубашка. Это еще не студийное, он еще... Я скажу, у вас есть какой-то стиль, ты можешь уже раскрыть нам карты, потому что этот влог выйдет уже после эфира. В стиле, я думаю, как это, smart casual получается? Не, ну это вообще smart casual, да, просто может у вас есть там какой-то, я не знаю, план нас чем-то удивить, Ну да, и мы будем его джентльменский придерживаться. танец и все эти вещи. Не-не-не, мы не будем, я думаю, исполнять в этот раз, но опять-таки же все карты мы точно не раскроем. Хорошо, расскажи, пожалуйста, что ты думаешь по поводу нашего турнира? Кто андердоги, кто будет в финале, твои предикшены и вообще, как ты относишься ко всем командам, что ты думаешь о них, потому что пришел девайс, показывает неплохой результат, но Хоббит в то же время. Один такой андердог своей команды с опытом выступления на ланах и так далее. Короче, давай по порядку. Я точно так же, как и все, наверное, в этой студии верят в финал СНГ команд, но здесь нам нужно повести по сетке. Главное, чтобы наши парни, Гамбит и Нави, не встретились где-то в полуфинале или... Я держу пальцы, надеюсь, что все получится в этом плане. По поводу Нипов, мне кажется, кто бы не попал, кто бы не попал на Нипов, Гамбит или Нави, это будет не соперник. Должны девайсы и компашку убирать. Кто могут составить конкуренцию? Но у меня есть одна темная лошадка. Кто? Энс? Энс. Ребята, Энс? Это супер темная лошадка. Энс, вы согласны с Это Юрчом? супер темная лошадка. Пишите Лично моя. свои комментарии, мы ждем, потому что ты меня очень удивил. Ты первый, кто вообще заговорил об Энс. Вот там о Это Team личная- Spirit Инкане что хотел сказать, но, Это насколько я личная понимаю, это был симпатия, рофл. Лёха. Это, вот знаешь, я за просмотром европейского РМР просто наблюдал несколько матчей в исполнении команды Энс, и мне понравилось. То есть чем-то зацепили. Бывает такое, да? Да, бывает. Я с тобой собственно. полностью согласен. Нам очень интересно, что думаешь ты. Тут мнения разделились. Многие считают, что Гамбит и Нави достойны быть в финале. Кто-то считает, что это Энс, кто-то считает, что это Нип. Что ты думаешь по этому поводу? Мне кажется, они неплохо могут стрельнуть на этом чемпионате. Ну, они неплохо сыграли просто до этого, несколько турниров, плюс они активно готовились. Что касается Гамбит и Нави в финале, этот момент, пока, по-моему, еще рано его тормошить. Конечно, да, желание есть это увидеть у всего СНГ, в первую очередь, любой игрок в Counter-Strike хочет такой финал. Но может с сеткой не пойти. Как бы абсолютно спокойно это может произойти. Что еще? Что еще? Renegades. Мало кто говорил про команду Renegades. Считаю, что удивят, хотя большинство коллективов. У нас новичок. Да. В предикшенах. Там никто не говорил про Renegades? Никто не говорил про Renegades, даже не было слова вообще про ковбоев. Мне кажется, что они сегодня удивят. У них сегодня есть на это отличный шанс. А вообще после матча первого тура, будет более-менее понятная уже картина, как мне кажется. Можно будет что-то спрогнозировать. А пока это как в воду глядеть. Реально. Хорошо, это пока как в воду глядеть, но все-таки, как ты считаешь, кого мы можем увидеть в финале вероятнее всего? Две команды из стадии легенд. Человечек умеет отвечать, видите, чтобы немножко... Я думаю, что Нави должны точно выходить в финал на этом чемпионате. Не знаю, что может быть и не так. Они, во-первых, в отличной форме. Во-вторых, как я понял, у них устаканилась вся история. Никто не выпадает, особенно последние несколько чемпионатов. Вот по поводу второго финалиста пока трудно сказать. Кто-то бы мог, конечно, сразу здесь и героиков туда вписать в этот же разряд, но я очень сильно сомневаюсь, что героик на этом турнире отыграет, потому что это лан. Парни стрельнули, опять же, начиная с онлайна. Но будем, наверное, надеяться все-таки на Гамбит Нави.
Еще поделись какими-то секретами, что нам ждать на трансляции, может будут какие-то фишки. Слушай, фишки будут точно, я не знаю что, но я просто честно не знаю. Не потому что там я не могу говорить, а вот я не знаю, честно. Но что-то будут. Там Знаешь, точно будет почему-то куча я тебе приколясов. верю. Вот правда, я почему-то смотрю на тебя, и я тебе действительно верю. Спасибо, братан, это большое доверие, спасибо. Я тогда спрошу у Макса, может Да, он что-то Макс там тебе с нами что-то может, поделится. да, он может точно тебе сказать. Типа, точно будут приколясы для зрителей, там конкурсы скинов, будет челлендж, aim challenge 1 на 1 точно будет, да. Так что готовьтесь. Спасибо тебе, Ухо, за честные ответы. Спасибо за то, что веришь в нашу команду. Удачного эфира. Я не Увидимся. просто верю, понимаешь, Леха, проблема другая. Какая? Команда действительно сейчас, очень сильная, понимаешь? Тут не просто вера. То есть бывает вера, типа я как фанбой, на Нави, наклейку 100 гривен, понял? А Нет. сейчас ты тот, кто вот писал комментарий Нави на пике, да? Ну да. Хорошо. Макс, это первый мейджор. Это первый мейджор, я знаю, сколько вы к этому шли. Это первое. Второе, это не первый большой турнир для вас. У вас есть большой опыт. Но скажи, что для вас это значит для вашей компании, потому что очень большой путь был проделан. Да что, мы сделали мажор по доте. Это был огромный опыт, это был наш мажор. И мы туда вложили все наши идеи. По КСу, надо завоевывать теперь КС. Мы, знаешь, какой-то свой челлендж получить мажор. Выполнено по доте. Фух, выдохнули. Теперь по КСу то же самое. Будем врываться. Это права, понятно, что это не организация, но тоже большой опыт, большой турнир. Мы очень жалеем, что мы не смогли туда поехать по огромному ряду причин, но там будет работать наша съемочная группа, и мы надеемся, что мы сможем передать вот всю ту атмосферу. И будем двигаться дальше, чтобы получать мажоры и делать классно просто. Скажи, ты как продюсер, какие фишки ты для нас приготовил? Очень интересно, может это какие-то селебы, может это какие-то интеграции, что нас ждет, может быть Ухо все-таки в костюме бабки повторит свой дебют. Смотри, как в прошлый раз. Знаешь, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я понимаю по поводу... Учитывая, что первый влог, извиняюсь, Да. что я тебя перебил, первый влог выйдет уже после того, как пройдет первый игровой день. Сегодня нас что-то ждет? Я не думаю, потому что сегодня там такой плотный, там же 16 BO1 на 2 каналах, то есть по 8 BO1. Мы когда увидели рандаун PGL, мы такие, типа, а куда контент вставлять? Там типа просто, знаешь, типа раз, очень жестко. Я надеюсь, что не будет никаких задержек, пауз, что там в отеле все будет хорошо с интернетом, что не будет, что все плотно пройдет. Поэтому я знаю, что и PGL в своем рандауне закладывал место непосредственно уже на поздние этапы. Вначале все будет там классически, стандартно. Немного другой пул талантов, у нас своя графика, понятно, там своя студия, свой контент, который между. Он прикольный, он классный, он есть. Поэтому посмотрим. Мы будем смотреть по первому дню, как лучше все работать. Первый день все равно пристрелочный. Мы не знаем, как там у PGL, мы вроде с ними на связи, но они тоже только после инта приехали сразу в Стокгольм, застройка. Непонятно, как будет, первый день покажет. Но сюрпризы нам точно стоит ждать. Однозначно. Перформанс. Конечно. На финале сыграешь, бать? Да, конечно. Если буду не в Швеции, то прилечу обязательно. Все. Ребята, пока мы смотрим стадию новых претендентов, наши ребята в скором времени отправятся из Берлина в Стокгольм. А пока что с помощью монтажа мы перенесемся в наш игровой дом и посмотрим, как у них обстоят дела. Йоу, вы на буткемпе у Нави. Crispy, yeah, that boy breast me. Head to toe, I'm gleaming, yeah, I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really head. Всем привет, вы на канале Navi CSGO, я менеджер состава Ярик, и мы находимся на нашей базе в Берлине. Сейчас я вам покажу, как живет команда, как готовится к главному турниру года. Собственно, из этого дома мы поедем прямиком в Швецию. Заходите. Это наша главная комната. Здесь ребята кушают. Здесь мы смотрели International и болели за Spirit. Здесь мы, естественно, тренируемся и готовимся к предстоящему мажору. И еще одна комната, где мы проводим свои разборы, отдыхаем, оставляем свои чемоданы. Вот считаю, это все. Это самые главные комнаты в доме. Мы можем, конечно, попросить Кирилла показать его свою комнату, что мы сейчас непременно сделаем. Кирилл разрешил нам посмотреть его комнату, поэтому давайте зайдем. Собственно, ничего необычно. Спальное место. Таких комнат в доме несколько. Кто-то у нас живет по двое, кто-то живет один, как в случае с Кириллом. В каждой комнате есть своя
ванная комната. Собственно, здесь ребята спят, отдыхают после тренировок. И есть еще одна комната, где мы любим отдыхать после тяжелого тренировочного дня, а именно комната с настольным теннисом. Собственно, как-то так. Но есть еще одно волшебное место в этом доме. Я вам его не покажу, но обязательно им воспользуюсь. У меня Кирилл Костя, у меня первый раз. Да, больше надо всегда много. Короче, если он с Майна, то ты Да. А он стоит второй. Fresh Air Force Ones, denim things crispy. 2-piece, got them all jelly, get a biscuit. Going hard in the paint, I'm feeling like no whiskey. Ну ты гранат. Это для детей, мы уже большие. Американский. Белли. О, кстати, Happy New Year скоро, вы знаете? Да. Ты видишь, а у нас тоже уже есть такая тема? Да. У меня 230. А сейчас уже ноябрь скоро, да? If you picking teams, we should never be your last choice. Cause we really run this. Yeah, we star-studded, you gotta up the budget. We too cold-blooded. Чей конфиг сейчас? Валерин. Вообще. Просто. Ты ненормальный? Что? Я говорю, ты ненормальный? Я сейчас попробовал посидеть коктейль, невозможно. Нет ничего невозможного. Да нет, бро. Я как будто в зуме SG отвечаю. Нет, это как будто в 1.6. Кирилл. Так я же вообще начал стрелять. Crispy, yeah, that boy crispy. Head to toe, I'm gleaming, yeah, I know they can't miss me. See a boy a mile away, my kicks is really hitting. Looking like that meme, then them boys really spitting. I just put a ISO logo on a damn sweater vest. I got little money watching Power. Можем задавить его под FH, у нас в фармике есть деньги. Экономику им садим. Да, очень длина и... Еще минус 42. Должен быть под Б. У нас. Подвал убил. Окей, правда. ISO, that's the gang, yeah, we on the same thing. Bad little Asian team, so I call it Lang Lang. Gotta crown us twice, so they know that we them king kings. Yeah, I'm icy on the wrist, that's the blame. Yeah, we on. Индийский чай. Ну что, друзья, на часах где-то 4 утра, уже начало 5, мы приехали в аэропорт, и сейчас начнется моя первая командировка в Нави. Мы летим в Стокгольм к ребятам, поэтому попробуем показать вам немножко нашу дорогу туда, и это будет, наверное, наш первый влог в Стокгольме. Мы в самолете, мы успели, все прекрасно. Сидим мы на 30-м месте, в самом хвосту, так сказать. Ну ничего, главное, что летим. Мы находимся возле Quality Hotel Globe. Это гостиница, где живут все игроки, которые участвуют на мажоре. И будем жить и мы. Вот мы приехали, у нас была долгая дорога, мы устали, но совсем скоро мы будем уже встречать игроков, которые прилетают немножко позже нас. Ну, наших игроков в смысле. И я надеюсь, что мы успеем их подснять. В общем, друзья, впереди у нас очень много интересного. Продолжайте смотреть этот влог. Подписывайтесь на канал, потому что мы будем снимать максимально много видео. Надеюсь, вам они понравятся. Ну
что, друзья, как вы видели, мы встретили ребят. Они быстренько получили свои ключи и поднялись в номер, затем пошли сдать ПЦР-тесты, и сейчас мы ждем результатов. До этого момента мы не имеем доступа в практисы, ребята находятся на изоляции, и ничего не происходит. Таков он обычно travel день, но ничего страшного. Я получила свой бейджик, кстати, красивый, в коллекцию. Первый лан за сколько? За 2 года, даже с лишним. Поэтому я очень рада. А вы обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Поставьте лайк, напишите свой комментарий, болейте за Нави и ждите наших матчей. Всем пока!